Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer, меня зовут Евгений. Мы продолжаем играть в Man Lords, развиваем один город в режиме экономической стратегии. А пока загружается игра, я хочу поблагодарить тебя за твою поддержку, твои комментарии, лайки и подписку. Это помогает развивать канал. Итак, у нас город. Мы только начали его в прошлой серии делать. Разметили здесь поля, где будут. Занялись сбором доступных нам ресурсов и потихонечку начали добывать глину. Вернее, не глину, а металл. Да, металл. Глина у нас добывается где-то на севере, вот она. Ну, здесь тоже еще склад подготовлен, но сама глина не добывается. Будем сейчас смотреть, что у нас происходит. Да, у нас медленное развитие из-за того, что мы не имеем инструментов в данный момент. Пересмотреть все. У нас была проблема с сыромятней. Она не занималась выработкой. Сейчас, кстати, тоже не занимается выработкой. Произведенные товары за последние 30 дней ничего. Я не могу понять, почему. Я уже игру перезагрузил, компьютер перезагрузил. Непонятно. Люди где-то ходят, молятся, валов погоняют. То есть они делают что угодно, только не занимаются сыромятней. Можем попробовать семью поменять. Здесь можно семью взять. Какая из них была первой? Несут грузы, несут грузы. Давай вот так попробуем. Выглядит так, как будто сыромятне не хватает каких-то материалов. Но здесь же материалом является мех. Он есть. А в сыромятне у нас кожа. А, все, я понял. Да, я туплю. И довольно жестко. Я прошу прощения за это. У нас в сыромятне из ресурсов используется вот такая шкура, которая с козочек получается. Ну, может быть, еще с кого-то. И эта шкура перерабатывается в кожу. А вот эта вот штука, меха, здесь не обрабатываются. Да. Поэтому я отсюда сейчас сниму людей. Они не занимались этим делом. А здесь расширю склад, буду накапливать. Тогда нам нужно посмотреть, где, собственно, вот добыча здесь, да? Вот этих вот шкур. Где их переработка? Сыромятня не перерабатывает. И здесь вот, кстати, да, там в сыромятне прям написано, что работники выделывают шкуры, получающиеся, и получая из них кожу. Мех здесь не обрабатывается. Нам нужно найти, где обрабатывается мех. Ну, по-любому здесь точно нет. Посмотрим в жилых модулях. В жилых домах. Смотрим здесь, что у нас тут есть. Так, обувь делается. Да. То. Ну, обувь делается из чего-то. Пишут, что изготавливается, но не пишут из чего.
Соответственно, придется экспериментировать. 10 монет, чтобы обувника получить. 10 монет. У нас есть монеты. У нас нет, получается, этого уровня хозяйства. Пробуем поднять уровень хозяйства. Можно, в принципе, им все поподнимать уровень хозяйства, который нас доступен. Хуже от этого не будет. У нас все заняты. Все заняты. Одна семья освободилась за счет того, что мы сыромятню неправильно использовали. Так, и посмотрим, что мы тут можем сделать. Можем построить сапожную мастерскую, можем построить портняжную мастерскую. Ну что, будем пробовать. Поставим сапожников. И посмотрим, что нам эти сапожники смогут изготавливать. И из чего. Главное, из чего разобраться. Пашня идет. Домики строятся. Так, вот у нас сапожная мастерская. Кожа, обувь. То есть они готовую кожу перерабатывают на обувь. Но, естественно, кожи у нас нет. Соответственно, дом свободен и дом ничем не занят. Потому что кожи нет. Давай сделаем, чтобы кожа у них появилась. Тогда уж раз мы так делаем. Поставим вот козочек. Хозяйство такое. Они будут как раз изготавливать кожу. Изготавливать, а производить. Настроиться. Здесь уже купим козочек. Подождем немножко. Поселение уровень получило. Мы никуда не торопимся. Город надо развивать основательно. Приближается зима. У нас есть ресурсы. Топлива прям очень много. И можно часть топлива продать. Можно часть топлива слить. Вот этого вот. Добавим торговый путь и вывезем. Пусть до 500. Пусть вот так вот половину вывезем. Пока мы там вывозом занимаемся, нам надо вот сюда купить лошадей. 4 штуки нам надо купить. Для этого надо где-то освободить кого-нибудь. Давай временно вот этих освободим. Добавим сюда людей. Купим 4 лошади. Так. Одна, получается, у нас уже где-то есть. Да, вот она. Сидит. А здесь зарезервируем сразу лошадей. По дровосеков можно перебросить на переплавку. На углевыжигатель. Что у нас здесь по домашним хозяйствам?
Достроить надо одно. Купить. Все, куплено. Ну и по идее у нас где-то здесь, в общих сведениях, по-моему, будет информация о том, какой материал присутствует. Но так как эти хозяйства заняты, нам надо эту штуку. Нет, ну, конечно, ее бы, конечно, переместить. Ладно, я ее снесу. А здесь в настройках уберем сбор кожи. Делаем сбор кожи поближе к кожевникам, к источнику. У нас самый близкий источник — это вот этот склад. Его нужно расширить. Да, у меня нет свободных людей, которые могли бы строительством заниматься. Можно вот снять с этого, с добычи грибов, которых сейчас нет. Козочек купим везде. Когда мы закупим полностью всех лошадей, я сниму людей с торговли животными и верну их обратно на производство. Даже счетчик домашнего скота присутствует. Козы. Удобно. Что там, январь? Январь. Долго ходят, долго носят. Ну я так понимаю, первые там месяцы эта штука не будет шкуры приносить. Но со временем они появятся. Тогда будем сразу. Здесь мы не меняем ничего. Сразу будет вся кожа в обувь перерабатываться. Нам нужна кожемятня, это сыроварня. Это вот сыромятня нам нужна. Я же ее снес возле путников. Поставим здесь, напротив складов сразу. Теперь вот эти кожи будут перерабатываться, которые с козочек будут получаться. Сыромятни. Дальше пойдет все это на склад. Со склада вот сюда в мастерскую. Мастерскую, как их называется, сапожную мастерскую, да. Надо на складе разрешить сбор кожи. Я запретил. Ну, вот так. В принципе, здесь все разрешено. Кроме некоторых ресурсов. Будет процесс идти. Но нам людей теперь не хватает. Семей надо добавить. Думаю, вот сюда сейчас добавим одну. Не одну, а сколько влезет. Зимой, конечно, строить не видно, что я строю. Получается, один широкий домик. Два таких домика с расширениями. Форма, конечно, странная. В смысле странная. Не перфекционистски ровная, я бы сказал. Так, а я здесь сейчас в этой игре своим лицом лорда закрываю, да? Я, наверное, подвину лицо. Вопрос куда? Вот сюда, наверное.
Вот так. Теперь не закрываю лорда. Там есть на что посмотреть. Домики достраиваются. Нам желательно бы в эти домики тоже добавить хозяйство, козочек и людей перераспределить. Март месяц. Март месяц. Нам надо раз, два, три. Закупили животных? Да, лошадей закупили, можно забирать. Эту семью можно забрать. Ставим вот сюда одну на добычу. Ну, здесь можно пока подождать. Можно подождать. Что у нас тут строится? Выстраиваем сразу хозяйство. Нам надо, чтобы заехали люди, закинуть сюда-сюда, на склад и на сыромятню. Вы 3 семьи, конечно, но должно быть 4 семьи на входе. И же по 2 домика. Да, достроиться будет. Собираем. Есть у нас что? У нас накапливаются меха. И, собственно, работают без устали, я бы сказал, работает лагерь охотников. Гончая там где-то бегает у них. Так, семья у нас прибыла. Отлично. Отлично, сюда. Уже к рейду готовы. Козочек закупили. Семью добавили. Там немножко осталось достроить. Вот, сыромятня пошла уже в работу. А здесь у нас что? И здесь у нас сапоги пошли в работу. Скоро у нас сапоги будут... Они накапливаются пока в мастерской. И я так понимаю, видите, цифры меняются. По домам расходятся. Посмотрим, что там в домах. Ну, ничего. Но расходится же куда-то. Либо на склад уходит, либо люди одеваются. Нет, предметов одежды нет. Значит, нет, и на складе пока ничего нет. А куда деваемся? Куда у нас обувь девается? Материалы, продукты. 7 штук. Обувь. А, накапливается. Понятно. В общем, это материал гуляет туда-сюда. Обувь просто накапливается. Она будет накапливаться, пока мы не добавим складовщика. Понимаю, кладовщик будет переносить. Сейчас посмотрим в реальном времени, как это происходит. В реально ускоренном времени, я бы сказал. Ну, что там? Сапоги. Ага, давай переноси сапоги. Надо же было разрешить с сапогами работать. Вот пошел.
Пошел сапог. Теперь он сейчас на рынок пойдет. И пойдет в дома. Вот так. Сейчас это увидим. Молоко в домах появилось. Ну и где-то там будут сапоги. Давай, покажи. Покажи нам, как ты сапоги раздаешь. Материалы, которыми торгует рынок. Он пока не донесли еще сапожки на рынок. Ничего, донесут. Понаблюдаем потом чуть позже. Этот процесс у нас пошел. Мы что, проапгрейдимся? Апгрейдимся дальше. 2 семьи. На дрова поставим, вернем. Процесс идет. По фактории. Вот скот весь зарезервирован, все лошади на месте. Как раз вот они и забились в эти стойла. И мы торгуем уже более эффективно. 592 денежка сейчас у нас накопилось. Что дальше? Дальше вот сапоги появились в доме. Или это сапожная мастерская просто показывает их? Да, она показывает, что изготавливает. Давай еще тогда вот так посмотрим, что тут с предметами одежды. Ничего. Интересно. Очень даже интересно. Ну ладно, это все хорошо. Добавим еще жителей. Еще жителей добавим. Так. Теперь вот это крайнее хозяйство сносим. И вот это крайнее тоже сносим. Будем сады строить. Чтобы сады построить, нам надо примерно на глаз отмерить. Нет. Сколько? Ну, я обычно беру вот хозяйство, плюс еще примерно вот так вот. На размер еще одного хозяйства. И тогда от него отмеряю. Дорогу проложим куда-нибудь вдаль. Я возьму от этого хозяйства, которое вот с этой стороны будет между домом и церковью. Сделаю примерно вот так дорогу. Где-то вот здесь вот сделаю разделитель. Не буду слишком огромное делать хозяйство. Будут потом не справляться. Вот. А с этой стороны хозяйство ляжет. Я думаю, где-то вот так. Хотя оно может полностью сюда лечь. Давай попробуем. Пробуем его вот таким образом расположить. Здесь 2 получается, да? Раз, два. Если сделать все-таки одно, то вот выходит вот эта штука косячком, некрасиво. А если ровно ставить? Ну вот так еще более-менее.
Не слишком мало и не слишком много на территории двора. Тогда можно вот это хозяйство снести, пока в него не заселились. Да, и пока оно там снесенное, в снесенном виде, мы строим такое красивое хозяйство. Почему красивое? Очень мало на жилую часть и достаточно хорошо на огород. Сейчас вот эти бревна растащат. Мы еще с этой стороны сделаем огород. Хочешь так? А вот так? Очень даже да. Там еще можно убрать дорогу, вот этот кусочек. Я альт зажал и клацнул по дороге, она удалилась. Здесь будет хозяйство одиночное, без пристройки. С этим огородом одна семья может не справиться. Это может быть проблемой. Но мы оставим. Да. Мы расширяемся. Здесь тоже. Эти маленькие можно тоже поувеличивать. Что у нас по предметам одежды? Ничего. Может, ларьков недостаточно? Сколько у нас здесь ларьков? Ларек с едой, ларек с припасами. Ларьки с припасами. Давай добавим человека одного. Может, еще что-то добавится. Это что за ларек? Ларек с припасами. Ну, получается, да. Посмотрим, что они будут делать с сапогами. Должны часть сапог одеть на себя, часть я продам. Вот, и тут у нас будет, я думаю, или сады, или огородик. В идеале, конечно, сады поставить. Пока просто проапгрейдимся. Это малое, да? Нет, это не малое. Это у нас будет с огородиком. Хотя вот может действительно на огороды пустить это все. Так, чтобы все в одном месте было. А сады немного позднее, когда денег будет больше. Здесь у нас будут козочки. Хорошо, пока у нас семьи появились свободные, надо смотреть, куда их эффективнее распределить. Все ли у меня занято? В принципе, все пока что. Когда добудем еще материалов и добудем глины. Это малое хозяйство. Нам нужны козочки, надо дождаться еще, когда доски появятся. Изготовленные. Одна семья появилась, пришла к нам. Можем заняться сбором ресурса.
Сколько здесь осталось? 71. Давай, наверное, вот так лучше. Да, но построить огороды мало, их же нужно еще засеять. Засеивать будем разной культурой по очереди. Там еще нет. Надо подождать. И у нас вот лес уже лысый. Смотреть. Может засаживать начинать. Да, я лучше поставлю это лесничье хозяйство. Пусть занимаются засадкой леса. Что у нас здесь по складу? Только глина, отлично. Только не надо ее продавать на рынок. Эти копаются. Медленно, но копаются. Здесь можно снять одну семью. Переставить на переноску. Так, что у нас здесь? Апгрейд. Главное не перепутать. Не купить на большой огород козочек. У нас будет морковка. Мы закупили капусту. С этой стороны будет третья. Свекла будет здесь. Отправим одного бездельника в церковь. Какое-то время займет строительство, естественно. Что здесь у нас по сторожке? Зону надо увеличить, потому что иначе он будет только вокруг своего домика высаживать. Зону надо увеличивать побольше. Туда, в сторону от города. Что на дне кусты остались, все выгребли. Ну и жителей надо будет туда отправить. Как только нам прибудут жители, сразу их отправлять. Так, и вот свекла. Пошло. Раз, два, три. Мы проапгрейдились. Осталось теперь дождаться заселения. Вот этот вообще пустой стоит. Что там с нашей налоговой базой? Ну, собираем налоги. Начнем влияние собирать. Пару процентов еды будем отдавать. Хорошо, я вот добавил 2 семьи на торговлю. У меня обувь накапливается. А жители не обуваются.
Ну, раз жители не обуваются, нам нужны предметы одежды для того, чтобы хоть что-то с ними случилось, с жителями. Нам надо подумать. Товары общего назначения. Но если я сейчас добавлю еще... Что я могу добавить? Я могу сделать овчарню. Добывать с овец. Собственно, с овец могу добывать материалы для пошива одежды. И у нас здесь вот торговля скотом. Поставим за торговцем скотом где-нибудь пастбище. Попробуем вот это пастбище, дом овцеводов поставить. Не хочешь здесь строиться? Поставим вот так дорогу. Дом овцеводов прилепим. Пастбище поставим. Так, конечно, они будут бегать где попало, но прикольно. Будет прям огромнейшее пастбище. Он не хочет так ставиться из-за того, что я завел неправильно. Вот. Нам этого пастбища с головой хватит на все время, мне кажется. На 84 головы. Теперь пункт торговли скотом людей. И торгуем, вот закупим. Давай везем, наверное, штучек. Сколько там? 10, это 300. Пусть десяток будет. Завезем десяток овец. 300 монет потратим на них. Посмотрим, будут ли они размножаться, или нам надо будет как-то проапгрейдить это дело. А в доме овцеводов что мы можем сделать? Скот, дополнительно люди. Можем отправить сюда людей. Посмотрим, что они нам будут собирать. Вот уже 2 овцы есть. Овечки. Ягнята вот, кстати, заманчиво. Цена закупки и продажи разная. Будет пошлина на ввозимые товары 10 монет. Все работает, не все. Как-то так. Вот уже 2 штучки написано. Пасутся где-то здесь. Вот одна побежала. Можно посмотреть. Даже имена подписаны у каждой овцы. Каждая овца имеет имя. Делаем тогда еще мастерскую, которая будет перебирать. Вот ткацкая мастерская. Ставим ее где-то здесь. Как бы это поставить, чтобы она поближе была. Так.
Ну вот, уже появилась у нас шерсть. Смотрим, чтобы шерсть доставляется на склад. Можем с шерстью работать. Пока мы там работаем с шерстью, нам еще надо одну семью. Ну, она сейчас освободится. Вот тут, например, 4 железа осталось. Да, давай, собирай еще 4 штуки. Я... 2. Да, вот соберется и сразу освобожу 2 семьи. Что у нас здесь происходит? Тут еще есть что собирать. Тут недалеко носить. Сюда носят. Ресурсы нормально. Правим ткацкую мастерскую одну семью. Они будут из шерсти делать пряжу. Огородик пошел в процессе. Можно проапгрейдиться. Такие ровненькие рядки. Капусту высаживают. Да, у нас появилась вот пряжа. По идее, эта пряжа должна появиться у людей. В первых версиях игры люди прям забирали себе в дома пряжу и считали, что это типа их одежда. Как сейчас тут будет. Я вижу, что ботинки никак не попадают в дома. Карьер освободился. Все, здесь материалов нет. Карьер освободился и складской рабочий тоже. Раз у нас освободилось 2 семьи, мы можем построить один домик и сказать, что там будет мастерская ткацкая. Домик мы вот тут поставим. Вот, с хозяйством. Опять получается одиночный домик. Так не хотелось одиночное делать под хозяйство. А если я его вот поставлю? Клеится и сразу теряет свойства. Хорошо. Я ж так просто не сдамся. Давай вот здесь вот поставим. Чем-то застроить удобным. Широкие получаются дома. Вот. Вот эти 2 домика будут под хозяйство отданы. Тут можно будет этих поперемещать немножко, ну и не знаю, пусть остаются вот вокруг складов. Все уже по домикам все распределились, все заехали. А мне надо проапгрейдить до 2 уровня перед тем, как делать здесь какие-то мастерские.
Чтобы проапгрейдиться, надо, чтобы люди заехали. Ну что, заедут. Здесь все есть. Все есть. Что у нас здесь? Ну вот глину мы сейчас выберем максимальным количеством людей и освободим эту площадку. Куда меня унесло? Можно, кстати, добавить еще одного мула для работы. Будет поэффективнее, чуть быстрее. Семья добавилась. Вот, можем проапгрейдиться. Пока не можем апгрейдиться. Что у нас есть? У нас есть гончая. Мы можем поменять? Нет, не можем. То есть один раз изменяется. Все. Нам так подходит. Так не работает. Вот у нас домик апгрейдится. Сейчас мы из него сделаем мастерскую. Попробуем одежду шить. Капуста, морковка, свекла уже в избытке. Разные виды мяса есть. Говядины нету. Грибов вон много. Молоко. Нормально. Живем. Давайте еще 10% достройте. Есть. Теперь мы здесь еще вот эту мастерскую портняжную поставим. Человек приехал еще один. Тоже апгрейдимся. Апгрейдимся. И нам надо переработать металлы. Металлы переработаем, и будет нам инструменты. Травы у нас есть? Да, есть травы. Тут нам расскажешь, мастерская. Это у нас из льняной ткани шьется. Это из пряжи шьется. А стеганка тоже из льняной. То есть вот попробуем шерстяную одежду пошить. Переработать пряжу в одежду. Семью туда добавим для усиления. Здесь мы что можем сделать? Ну, кузнечную мастерскую можем поставить, конечно. Что он делает? Копья позволяют изготавливать молотки, инструменты. Копья, клинки, железные детали. В принципе, там у нас есть горн.
И кузнечная мастерская. Дома что ее делать? Наверное, в этом есть какой-то смысл дома делать. Шкуры. Мясо, шкуры получаем. Это если забойную станцию строить. Пристройка для забоя. Нужна соль и мясо, и мы будем иметь сосиски. Мастерская. Лучная мастерская. Вот, есть. Пивоварня есть. Мастерская плотника. То есть мы можем наши доски чуть дороже продавать. Не напрямую, а через детали, например, да? Давай попробуем. Как только появится у нас доска, купим вот мастерскую плотника. Вот добавим расширение. Хорошо, ну по идее у нас уже... А нет, там еще строительство идет. Хотел сказать, уже есть материалы. Копошатся наши жители. Овец у нас уже 14. А я закупал 10. Это фактория, не то, вот сюда. Я в закупку ставил 10 овец. Пока перестанем их туда возить. Да и лошадей можно перестать возить. Можно освободить это место. У нас на пастбище 14 овец. 3 семьи свободно. Куда мы еще не вставили семью? А, ну вот, 3 семьи свободно как раз. На горн ставим. А здесь надо подумать. Что тут думать? Делаем инструменты, да и все. И возвращаем слитки, инструменты на склад рядом с металлами. Потом перенесем на основной склад. Так. Что у нас есть по складу? В центре города у нас собирается все, кроме слитков, кроме инструментов, например, вот так. И одежду будем собирать. Собирать и, соответственно, продавать. Такой ларек с припасами заброшен. Что у нас получается по распределению? Запасы в амбарах. Еда у нас пораспределялась. А вот товары общего назначения во втором домике, даже в третьем, у нас появились одежды. Одежды в дом пошли. Что мы имеем теперь в домах? Вот заполнилась, значит, одежда, предметы одежды, топливо, продукты животноводства, фрукты. Нам фрукты нужны. Фрукты. Потом появятся напитки. Церковь надо проапгрейдить. Что на апгрейд? Известь нужна 10 штук. Черепица и камень. Сейчас мы придумаем, что сделать.
Здесь мы все добыли, что хотели. Значит, глину мы добыли. Глина на склад пойдет. Сейчас мы глину, когда перенесем, я ее заберу отсюда. Все. Вот, пожалуйста, глину мы забрали. Человечка забираем. Убираем сбор глины. А вот сюда вот мы глину заберем. Так. По идее перенесут глину. Где брать известь, я не знаю. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. А я пока закуплю десяток извести на торговле. Да, это же малая сделка. Сейчас мы везем известь. Дорого, конечно, по 10, по 11 единиц. Нам десяток нужен всего пока что. Размножение идет овец. 18 уже. Раз их размножается какое-то количество, их надо будет забивать на мясо. Добавим пристройку для забоя. Что здесь с одеждой? Ну, одежда идет в процессе. Фрукты дальше надо сделать. Не доходит до крайних домов. Товары общего назначения и еда. Попробуем затовариться. На плюс 4 домика. И крайние как раз. Может, дойдет до них тоже. Все, что нужно. Да, время эфира подходит к концу. Дорогой друг, я тебе благодарен за то, что ты был со мной на этом видео. За твои поддержку, лайки и комментарии. Пиши в комментариях, как ты развиваешься в Monolords. Нравится ли тебе такой формат экономической стратегии? Подписывайся, приходи на следующее видео завтра. Будем продолжать развивать наш город. Пока.